Ягодное кешью пирожное – это просто взрыв эмоций. Нежная текстура по типу чизкейк. Сладкий кешью крем со смородиной с легкой кислинкой. Невероятно красивый цвет. Прямо сейчас мы с вами его приготовим. Нам понадобится совсем немного ингредиентов. Как обычно, основа кешью пирожного – это кешью. Снова возьмем сухого 200 грамм. Масло какао 60 грамм. Вот такой вот замороженные ягоды. У меня черная смородина 150 грамм. Ну и будем отмерять сироп топинамбура 70 грамм. Первое, с чего начинаем, с вечера промываем и замачиваем кешью. Далее, что нужно сделать тоже с вечера, это отмерить ягоды и просто оставить на столе при комнатной температуре. Они должны хорошо разморозиться и быть теплые, не холодные. Вот так выглядят ягоды после разморозки. Кешью тоже прекрасно набух. Я воду сливаю и хорошенечко их промываю. Следующее, что мы сделаем, это растопим какао-масло на водяной бане. Я налила в кастрюльку кипяток. Беру чашку чуть-чуть побольше, чем моя. Высыпаю сюда и жду, пока растопится. Вот эта чашка не соприкасается с водой. Все, ждем. Пока топится масло на водяной бане, у нас время есть приготовить основу, так называемый корж для наших пирожных. Для этого нам понадобятся любые орехи. Я очень люблю миндаль, поэтому я взяла миндаль. Нам понадобится 100 грамм. У меня уже промытый и просушенный на батарее по нашей простой технологии. И финики. На 100 грамм орехов 50 грамм фиников. У меня получилось вот 5 штучек. И также, чтобы корж стал шоколадным, мы будем использовать кэроп либо какао. Итак, приготовление очень простое. Берем вот такую чашу блендера, засыпаем туда орехи, добавляем почищенные финики, сюда добавлю порошок какао, где-то пол столовой ложки. Если вы берете кэроп, то добавьте 1 столовую ложку. Кэроп не такой ярко выраженный на вкус. И продолжим взбивать. Вот такое состояние мелкой крошки получается, но при этом оно липнет друг к другу. Я перекладываю в контейнер. Предварительно можно вот так вот слепить в такой шар, чтобы она не была совсем как крошка. Прекрасно лепится, как пластилин. И сейчас эту смесь просто ровно распределить по дну формы, либо вот контейнера, как в нашем случае. Вернемся к обычной ложке. И вот так вот ей пройдитесь, чтобы все было ровненько. Разровняйте эту поверхность. И убираем в холодильник. Пусть немного там охладится наш корж. У нас все ингредиенты готовы. И сейчас я беру какую-то чашку побольше и смешиваю все ингредиенты. Кешью, ягоды, масло какао, сироп топинамбура. И погружным блендером все взблендерим. Чем мощнее блендер, тем у вас будет более гладкая текстура. И перекладываем начинку в контейнер. Вот здесь вот наш коржик прекрасно охладился. И прямо на него вот так выливаю нашу основу ягодную. И получается такой настоящий кейк, настоящее пирожное. Вот так вот красиво разравниваем, чтобы было ровно. Либо вот так вот просто сделайте. Ну и примерно будет ровно. Смотрите, какая у нас красота получается. Вот этот нижний слой и основа. Убираем наш кешью кейк в морозильник. Вот это пирожное нужно обязательно подморозить, а потом разморозить в холодильнике. На 2-3 часа, можно на ночь, убрать в морозилку. Ну что ж, наша сладость, наше пирожное полностью застыло как нам нужно. Я сначала убрала его в морозильник до полного застывания и потом разморозила в холодильнике пару часов. У нас получилось такой классный, плотненький. И сейчас нам нужно это разрезать на ровные квадратики. И сейчас просто нужно нарезать. Если у вас разъемная форма, то вам очень удобно просто убрать борта и достать пироженки. У меня же чуть сложнее, но ничего страшного. Я просто одну пироженку достаю сбоку, остальные будут уже проще доставаться. Таким образом достанем все пироженки.
украсим наши пирожные. Для этого у нас уже готов шоколад. Также я подготовила кокосовую стружку, которую я покрасила в розовый цвет с помощью свеклы. И сушеная гречка. С помощью обычной ложки я просто делаю такие разводы. Такой вот рисунок геометричный. Можно сделать подтеки. Шоколад быстро застывает, и мы украшаем его сразу же. Я просто так присыпаю вот стружкой и сверху еще гречкой. И все, готово. Чтобы гречечки не отпали, мы так немножко вдавливаем в шоколад, чтобы они застыли. Вот такая у нас красота получилась. Хранить такие пироженки нужно в холодильнике. Они прекрасно держат форму. Получается такой классной текстуры, похожей на чизкейк. Вот, попробуйте обязательно.